самыми первыми осенними деньками. Ну что ж, давайте спросим у карт Таро, которые смотрят правдиво и показывают чистую правду. Я для вас разложу двухстороннее Таро. Вот эти карты. Расклад будет экспресс, короткий, по делу и конкретный. Конечно, вы хозяин-барин, вы распоряжаетесь своей жизнью. Поэтому выберите, пожалуйста, первый или второй вариант. Вот это первый вариант, а вот это второй. Таро двустороннее, я буду рассматривать его с двух сторон. Двухстороннее Таро смотрится только в прямом варианте именно в этом видео, потому что я так загадала. Итак, какие перемены придут этой осенью с первыми осенними деньками? Уже пахнет осенью, хоть и астрологическая осень начинается, конечно, с конца сентября, но в любом случае мы привыкли так. И здесь у вас десятка жезлов, восстановится сила. Это первый вариант, у вас будет слева, а справа второй. У вас появится больше силы, потому что слишком горячие дни заканчиваются, у многих было по климатическим условиям тяжело. И теперь начинаются более прохладные дни, или давление у кого-то было плохое. Теперь восстановится сила, вы выздоравливаете. Или, может быть, кто-то болел сейчас вот с такими проблемами вокруг нас, да. Кто-то из вас, если болел, он получит назад всю свою силу. И наоборот, иммунитет будет еще крепче. Я люблю десятку жезлов, хоть я знаю многие карты, многие люди читают эту карту как негативную. Это невозможно ее прочесть как негативную, потому что здесь у вас 10 жезлов, это весь ваш жизненный опыт. Вы получили много жизненного опыта этим летом, и вы стали сильнее. Ваш иммунитет улучшился не только физически, но это безусловно, физически обязательно, но тоже иммунитет, как выживать в этих трудных кризисных условиях, которые сейчас нам предоставил мир. Да, во всех уголках мира теперь жить намного труднее. То есть нас жизнь поставила сейчас в такие условия, что мы понимаем, что меркантильно нельзя смотреть на мир. И стали простые человеческие ценности более актуальны. То есть это дружба, любовь, дыхание, да, вот радости видеть мир, радость простой еды, радость простого разговора от души к душе. Это все не купишь за деньги, и это все абсолютно бесценные ценности, которые вы сейчас увидели, мы сейчас все увидели. И вот этот опыт, который вы сейчас заработали, усилил ваш иммунитет. Сейчас посмотрим эту карту с другой стороны. Таро называется vice versa, с двух сторон. Видите, это вот эти ценности вы несете себе в свой дом. Ну что могу сказать, первые осенние деньки принесут лучший дом, лучшая атмосфера в доме, вы не будете ссориться, лучшие финансы. Все самое лучшее вам принесут эти первые осенние деньки. Вы это почувствуете сразу, какая-то стабильность появится. И вы, конечно, будете, во-первых, здесь любовь к себе, это самое главное, потому что только тот, кто к себе относится с уважением, того тоже уважают, да, это вы, красавица, восстановится все буквально, все, что, может, вы потеряли за это лето. Все придет назад уверенность в себе, придет счастье, это счастье в личной жизни. Кстати, у кого-то есть возможность познакомиться для личных отношений этой осенью, потому что это королева любви вы. Вас любят, за вами уже кто-то смотрит, следит, хочет познакомиться, хочет сделать вас счастливой. И с другой стороны, видите, вот это изумруд такой, и там изображен, не знаю, ли вам видно, аист на этом изумрудном троне. Аист — это намек на счастливую женскую судьбу, на счастливую личную жизнь. И здесь цветы, здесь такая красота, то есть и такое спокойное море какое-то, или вода, или озеро, или река. Вы счастливая женщина. Если вы мужчина, сделайте все наоборот. Мужчин мои расклады тоже касаются. Так, еще что принесет вам осень, первые осенние деньки. Это девятка чаш, исполнение желаний. Вот именно сейчас, в рамках этого расклада, буквально сейчас вы можете загадать желание. И желание 1000000% сбудется. Это вам гарантировано, потому что девятка чаш исполняет желание. Здесь у вас рок изобилия. Это говорит о том, что финансы восстановятся. Вы будете делать только правильные покупки.
Только правильные покупки. С другой стороны, вы видите, что это мужчина, ваш партнер. Если вам это нужно, это важно для вас, вы обязательно будете в хороших, в прекрасных отношениях, улучшатся отношения этой осенью с мужчиной. Потому что он любит вас. 9 – это полнота, по нумерологии, полнота чувств какого-то человека к вам. Но если не отношения, так это вы сильная персона. У вас такой внутренний мужской свет, понимаете? Очень хорошая карта. Но это карта исполнения желаний. Этой осенью вы добьетесь того, что исполнятся все ваши желания. 2 карты вышло, хоть я и одну хотела взять. Во-первых, рыцарь жезлов. Это, видите, феникс, который из пепла становится живым опять. Вот то, что вы думали, уже не живое, вот вообще, или отношения, вы думали, уже как-то не получается, или еще какая-то финансовая, семейная сфера. Вы возрождаетесь к жизни, вот этот жезл, эта сила вернется к вам. И то, что вы думали, ушло навсегда, и нужно как-то жить без этого, о чем я говорю, да, восстановится все. Возрождение к жизни. Конечно, это встреча партнера, опять же. Это, безусловно, встреча партнера. Для многих проиграется, что возможность, высшие силы вас подведут к пониманию, кто вам нужен, и высшие силы подведут вас именно к тем людям, с которыми хорошо для вас знакомиться. Это, смотрите, новый знакомый, новая любовь, или же восстановление отношений. Очень удачная встреча. Какая-то будет очень удачная встреча у вас. А также карта звезда. Многие из вас станут популярными в профессии. Многие из вас станут популярны в каких-то, вы знаете, делах, которые раньше вам казались недоступными. Там только эти знаменитости могут это и то для себя. Но на самом деле это не так. Потому что такую красоту, как вы имеете, больше никто в мире не имеет. И это вы. И здесь восстановление сил. Я вижу звезда. Вы звезда. Вы звезда во всех отношениях. И вот эта вода, это обновление вас. Да? Когда мы добавляем воду в воду, мы добавляем кислород в воду. То есть обновление вашего организма. Здесь выздоравливание. Я вижу обновление вашего организма. Ой, ну оса летает. Вообще нехорошо. Потому что у меня аллергия на ос. Да еще и 2 пришли. Может быть, это связано с этим цветком, что я здесь выложила. Итак, я буду смотреть еще. Смотрите, видите? Это из этого цветка. Подождите минутку, мне придется этот цветок убрать. Простите меня за это. Но у меня аллергия на ос. И это для меня серьезно очень. Окей, хорошо. Видите, я немного стушевалась из-за ос, потому что у меня реакция обычно, поэтому я автоматически, к сожалению, простите, убрала карту с правого расклада. Но это ничего страшного, я ее выложу, когда будет с правой стороны расклад, я выложу новую карту. Значит, так нужно было. Кстати, я хочу сказать вам, дорогие мои друзья, то, что происходит на столе у предсказателя, то имеет место быть. И может быть та карта, которая должна была показать информацию с правого расклада, вам не нужна эта информация сейчас, она была закрыта для вас. Поэтому вот когда прилетели 2 осы, 2 осы, прилетели 2 осы, они не зря прилетели, не забрать, может, этот негатив, может, это какая-то негативная карта, и что-то неминуемое негативное должно было у вас случиться, а вот эти осы, это послал сам Святой Дух их. Понимаете, чтобы я вот, как многие скажут там, некоторые, что я ошиблась и так далее, но на самом деле то, что происходит на столе предсказателя, то и правда, это закон жанра. Так что, может быть, этих ос послали ваши ангелы-хранители, чтобы от вас что-то увести. Очень мощно, да, я сейчас в восторге. Я хочу сказать, что я всегда в восторге от карт, и я никогда не знаю, что произойдет на столе. И если люди мне пишут, вот, у меня была такая ситуация недавно, там был валет, бубен, или треф, да, а я сказала король. Но так нужно было. Потому что вашего вальта, человека, который еще не зрелый, с которым у вас незрелые отношения, их нужно видеть как зрелыми. Вот так нужно было. Понимаете? То есть то, что сказал предсказатель, это все, это закон жанра такой. Тут
тот прав, кто взял карту и так далее. Ну, в общем, вы знаете. Так что правый расклад, не сомневайтесь, он тоже будет по делу. Итак, еще одна карта по левому раскладу, но я не отвлекаюсь, это все нужно, это все в процессе, видите, это все в живом общении, это все потрясающе. Посмотрите на эту карту, это очень мощная карта смерть и возрождение. Вы возродитесь. Тут она опять здесь прилетела. Ну-ка, давай. Почему-то вот правый расклад, там, да, интересно, конечно. Возрождение силы вашей будет. Возрождение силы вы получите. Это старший аркан, и у нас в этом раскладе была карта звезда уже. Понимаете, возрождение вашей внешности. Кто там, девочки, думает, что если вы старше, вы уже менее красивы? Это абсолютная неправда. Кстати, часто бывает, люди, вот, которые в молодости считались некрасивыми, я помню, в молодости я считалась некрасивой. Так вот, в зрелые годы, мне кажется, я лучше стала. У меня такое чувство. И, кстати, вот, знаете, у меня вот с моим мужем Николаем то же самое. Когда я вышла замуж, мои подружки говорили, такого страшненького себе взяла, дистрофика какого-то. Но он сейчас такой красавец, он расцвел. Мужчины в его возрасте, ему 63 года, кто не знает, бывают уже такие животиками пивными, такие, знаете, запущенные, а он молодцом, он вот как атлет, но он же был олимпийским чемпионом по бегу, да, Николай? Он атлет. Он такой красавец, подтянутый, такой аккуратный. Вот ему, ну не дашь вообще его года, ему лет 45 больше не дашь. Ну а сзади, когда он идет, вообще лет 25. Понимаете, когда они с сыном идут сзади, ну вот не отличишь возраст. Так что я говорю вам, что не стесняйтесь своего возраста. Ваш возраст – это ваш плюс. И вообще миру интересны все люди, как миру интересны все деревья, старые, молодые, каждая красиво по-своему. Вот здесь вы звезда, там вам 40, 50, 60, 20, неважно сколько, вы звезда. Вы этой осенью наконец-то перестанете себя стесняться, и вы расцветете, потому что карта смерть говорит, вы расцветете, девочки дорогие. Вы понимаете меня, да? Ой, как мощно, да, очень мощно. Давайте посмотрим по правому раскладу. Я хотела сделать расклад небольшой. Гороскопы готовы, девочки, на будущий месяц. Гороскопы начнутся уже вот с завтрашнего дня. Гороскопы готовы, так что смотрите, получайте себе пользу. Гороскопы мои можно смотреть по Луне, по Солнцу, по Асценденту и по Венере, даже по Марсу, кстати. Так что все 12 знаков у вас представлены. Ну вот, пожалуйста, смотрите, по правому раскладу первая карта. Ну, видите, да? Поэтому осы налетели, как коршуны. Коршуны не всегда бывают злые. Я вам скажу, в природе нет понятия хороший или плохой. В природе все по другим законам. Это нам навязали эти моральные законы, да? Мораль у человека внутри есть, и хороший человек плохого не сделает. Но в природе нет понятия плохое и хорошее. Только мы люди придумали. Это 8 пентаклей, у вас этой осенью будет новая работа или больше работы. Кстати, работа будет любимая. Девочки дорогие и мальчики ваши, этой осенью вы будете работать, и работа вам принесет новые деньги, вы с удовольствием будете работать. Что такое работа по судьбе, меня спрашивают. Ну, конечно, это не так легко, как кажется, да, на самом деле найти себя, это пробовать разные вещи, пока не найдешь себя. Но работа по судьбе – это та, которую вы делали бы в любом случае, потому что вам важен не результат, деньги, а сама работа интересная, приятная. Сама работа для вас – это жизнь. Здесь вы видите, здесь ребенок есть. Этот ребенок – это фантом ребенка, или же это такое, знаете, видение. Когда человек работает, ребенок его, вот у меня мороз идет сейчас по коже, я вам честное слово говорю, потому что сейчас даже мой внутренний ребенок вот здесь стоит передо мной, и я уверена, что и ваш внутренний ребенок сейчас перед вами стоит. И он смотрит на вас и говорит, поддерживает вас, говорит, молодец, ты делаешь то, о чем ты мечтала в детстве. И вот вы будете делать этой осенью то, о чем вы мечтали в детстве, это принесет вам хорошее средство. Девочки, сейчас идет правый расклад, вот левый уже готов, вот здесь можно перемотать назад, посмотреть левый. Смотрим правый расклад, что вам по судьбе. Смотрите, что было на дне колоды. На что предсказатель посмотрел, то имеет место быть.
Так что я увидела эту карту, поэтому я сразу показываю. Это 10 чаш. Давайте посмотрим на нее более подробно. Вам по судьбе, конечно, вот смотрите, радуга. Это примирение с тем, с которым вы ссорились до сих пор, и что-то у вас не получалось. Это мир, взаимодействие, любовь, полное доверие и отдых вместе. У многих девочек и мальчиков будет отдых вместе осенью, в бархатный сезон. Это может быть бархатный сезон, не обязательно в другом где-то месте, на море. Нет, не обязательно, конечно. Море не всегда это плюс для отдыха. Если там overcrowded, если много людей на море, это никогда не бывает на пользу. Иногда, знаете, провести время в своем городе, на своем пляже, даже если погода не очень горячая, это больше для здоровья лучше. Вообще, конечно, климатические условия, где вы всегда живете, это для вас самые здоровые. Нам вот с детства внушили, что море оздоровления, но это не всегда так. Ну, это, конечно, оздоровление, но не всегда так. И по этой карте вы оздоровите свои отношения. Вы оздоровите свои отношения. С другой стороны, 10 чаш, вы здесь видите такая нежность. Вот именно вода. Я говорила о море, реке или озере, вода. Больше воды пейте. Вода – это отношения. Ваши отношения будут спокойными, добрыми, ласковыми. И еще в этой карте есть намек на туз чаш, потому что вот такая же картинка у нас на тузе чаш. То есть новое начало отношений или новый виток в ваших отношениях. Жаль, конечно, я хотела, чтобы этот цветок был на столе. Такой красивый осенний цветок. Вообще этот цветок тыквы, знаете, но тыква у меня не получилась в этом году. Цветок красивый, но на него сразу налетели осы. Ну и осы, наверное, налетели по теме. И знаете, когда этот цветок взяла, это тоже интуиция была, чтобы что-то вот с этим правым раскладом получилось. Очищение от негатива, на мой взгляд, получилось, да? И такое вот просто, как говорится, в action, именно в моменте, все видели это. 6 чаш, девочки и мальчики. Ну, конечно, самое такое банальное прочтение этой карты, что отношения из прошлого, кого-то встретите, кого знали давно, и возродится чувство. Но я эту карту ни в коем случае не рассматриваю только как отношения из прошлого, никогда. Потому что 6 – это число Венеры. Венера отвечает за God's creative energy, то есть за креативную энергию Творца. Венера отвечает. Понимаете? Если кто не знает, Марс в вашем гороскопе отвечает за вашу персональную креативную энергию, а Венера за креативную энергию Творца. И что такое креативная энергия Творца? Это то, что держит вас в жизни. И это то, что дает вам счастье, настраивает вас на позитив. Это мост между вами и вашим счастьем. Это вы в своей воде купаетесь в воде успеха. Это и денежные успехи, и успех в личной жизни. И каждая из этих чаш наполнена цветами. Цветы – это высокая энергетика любви. Любви к партнеру, любви к себе, любви к работе, которую вы делаете. И вот эти дома – это защищенность ваша. Высшие силы вас защищают. Высшие силы будут бесконечно давать вам подарки. Вселенная за вас в ответе. Она вас сотворила, вы творение Вселенной. Мы проявляться должны в этой жизни, потому что мы проявляемся как творение Вселенной. Вселенная – это Бог, так, да, по-старинному говорили Бог. У всех Он один, во всех народах нас одна та же сила сделала. Так что, девочки и мальчики, будет счастье по этой карте. Я показывала вам с другой стороны? Нет еще? Ну вот здесь тоже вот этот мужчина, который у нас уже показывался, где-то он. Сейчас, минутку. По левому раскладу, видите? Расклады дополняют один другого. Мужчина, который за вами наблюдает и в ответе за вас. Может, это Бог-Отец, или заботливый муж, или заботливый любимый, который хочет, чтобы у вас все было хорошо. Заботливый человек. Кто-то заботливый за вами наблюдает. Еще возьмем карту. Колесница. Очень все будет стремительно меняться этой осенью. Я надеюсь, меня хорошо слышно.
что я на улице. Стремительно будет все меняться. И главное вам не увлечься. Знаете, этой осенью нужно быть такому вдумчивому, рассудительному. Не советуется увлекаться. Потому что карта колесница, она иногда... Спасибо, дорогие, что вы вот видите, да, эту карту, да? Колесница иногда карта предупреждающая. Она говорит о том, что когда стремительно все меняется, можно увлечься. И можно, знаете, как увлечься тем, что ты не видишь целую картину. Вот эти сфинксы, один тянет в одну сторону, другой в другую, а нужно, чтобы они синхронно работали и слушались колесничего, чтобы они шли в одном направлении, чтобы была одна цель. Может быть, у вас сейчас есть несколько сфер жизни, и вам нужно так целенаправленно все сделать, устроить свою жизнь, чтобы все работало на одну цель, если вы понимаете, о чем я говорю, да? Когда в вашей жизни все работает на одну цель. А это колесничий сзади, это вы, повозка — это ваша судьба, дорога жизни ваша. А в руке у вас символ Гермеса. Символ Гермеса — это выздоровление, как я уже сказала, и по левому раскладу, кстати, тоже это было показано. Это выздоровление. Вы выздоровеете, и если вы волновались за свой иммунитет, у вас будет сильный иммунитет. Не обязательно, что вы, конечно, болели, да, но сильный иммунитет вам гарантирован. И здесь тоже восстановление отношений, лучшие отношения на работе. Вот, понимаете, Архангел Рафаил, когда дал людям вот этот знак Гермеса, 2 змеи, здесь речь идет вообще о выздоровлении во всех сферах жизни. Когда, вы знаете, лучшие отношения, и нет вот никакого яда в вашу сторону, нет негатива, исцеление от негатива, я бы сказала, по этой карте. Вы стремительно мчитесь вперед. Главное, чтобы вы интегрировали все свои таланты, все свои способности, всю себя, и ничего в себе не отвергали. Понимаете? Потому что очень часто мы в себе отвергаем что-то. Показываем миру себя с одной стороны только, или вообще не показываем миру, боимся чего-то. У нас 9 жезлов, очень благоприятная карта. Вообще здесь я вижу 9 выходят, и в левом раскладе была 9, но это была 9 чаш, да? Исполнение желаний. А в правом раскладе тоже вышла 9. Только это уже 9 жезлов, которая показывает, что сила у вас будет 9-кратная, восстановится сила. Для кого-то это встреча любви. Вот неожиданно, да, вот из такого подсознания, видите, темный, как какая-то пещера, оттуда выходит любовь, новая любовь. Это может быть любовь к человеку, или к делам, или к семье, или к бытовым каким-то вещам. Например, любовь к вашей квартире, дому, у вас приятная гостиная, вы благоустроите свою жизнь. И знаете, еще вы войдете в свое вот это подсознание, и там наведете порядок. У вас не будет страха. Все двери, которые были закрыты до сих пор, откроются. Ведь вот у нас жезл — это как ключ. Потому что жезл — это самовосстанавливающийся материал. Вы самовосстановитесь. Очень мощная карта. И здесь у нас идет, смотрите, 9 жезлов. 9 сил вернется к вам. Если вы до сих пор теряли силу на что-то или на кого-то, это все уйдет навсегда. Вы будете сильная, крепкая. Я говорю, вот здоровье будет очень сильное этой осенью. Вы, может быть, летом ели много фруктов, может, вы очищали, знаете, свою головушку от негатива на моих чистках. Кстати, у меня все же безоплатно, ни за что не нужно платить. Теперь во время кризиса вообще грех, наверное, вообще было бы хоть предлагать какие-то расклады за деньги. Хочу вам сказать одну вещь, девочки и мальчики. Мне пишут мои любимые подписчики, что кто-то в ТикТок прикидывается моим именем. Это мошенники, я никогда за деньги ничего не предлагаю. Никаких раскладов за деньги никогда не предлагаю. Все мошенники, не ведитесь, которые прикидываются и прикрываются моим именем. Так что будьте осторожны. Возвращается сила. И знаете, тоже финансы возродятся. Не тратьте деньги там, где можно что-то получить безоплатно. Да? Не тратьте свои деньги.
Итак, мы видим семерку жезлов, опять жезловая карта. И смотрите, это какие-то конкуренты, может быть, в работе. Нездоровая конкуренция – это когда люди хотят вам подножку поставить. Это нездоровая конкуренция. В мире есть место для всех. И такой продукт, как вы даете другим, не дает никто другой. Поэтому на самом деле конкуренции нет. Потому что каждый уникален в своем лице. Понимаете? Но нездоровые конкуренты хотели вас обидеть. Или это, может быть, кто-то в семье хотел вас очернить. А может, это вымогатели какие-то, которые купили ваш продукт, а потом еще и вымогают что-то от вас большего, потому что им все мало. Ну, такие люди есть, и они такие по жизни. Не берите все на свой счет. Такие blackmailers всякие, да. Эта карта говорит, что у вас есть приоритет. Вы сильнее других. Вы сильнее в своем лице. Никто вам нет равнее, вообще нет равнее. Вы знаете ваши таланты, жезл – это ваши таланты, и вы пользуетесь ими на полную силу, полную мощь. Это сзади такая красивая карта ночная, да? Посмотрите, на какой скале вы стоите. Скала – это защита высших сил. И смотрите вы вперед, и смотрите вы на ваши возможности, и вы видите, кто человек плохой, да? Вам все видно, потому что вы сверху. И поскольку вы сверху, вам видно, кто плохой, вы просто с ним не взаимодействуете. Вы взаимодействуете тот, кто вам на пользу, кто хороший человек. Вот бывают такие предсказания каркающие, да? Будьте осторожны с этим, потому что ведь это может запрограммировать человека, да? Так что вот такая вещь. Здесь вы у руля, вы рулите своей жизнью, вы выбираете, с кем любиться, с кем дружиться. Вы выбираете это все. Вы полноценный, благородный человек, достойный счастья, и у вас защита от негатива, вы на сильной скале, у вас плащ победителя, у вас в руках ваша сила. Я же говорю, сила восстановится. Вот это главный лейтмотив осени. Сила восстановится, девочки и мальчики. Вы будете очень сильны. Верьте в свои силы. Вот вы осенью увидите все проиграется у всех. То, что я говорю, 100% у всех проиграется. Я вам это говорю, потому что карты это сказали. Я просто подтверждаю то, что сказали карты. Девочки и мальчики, хочу напомнить, что у меня есть другие каналы. Как перейти именно на мои каналы, не на каналы мошенников, которые мною прикрываются, а на мои каналы. Нужно посмотреть гармошка под каждым видео. Там есть такая стрелочка или точка. Нажмите, и откроется гармошка. В той гармошке моя смешная биография. Я написала маленькую биографию о себе. И переходы на все мои другие каналы. Пожалуйста, пользуйтесь. А также мой сайт, если кому интересно, мой официальный сайт. Все, что от меня. Еще, девочки и мальчики, один из моих каналов, он на английском языке. Ну, потому что меня смотрят, не обижайтесь, меня смотрят некоторые девочки, вот как, знаете, во втором поколении, те, кто переехали. Я не люблю слово иммигранты. Тех, кто переехали в другие страны. И они по-русски не очень понимают уже. У них русские корни, они любят наше все такое, да. Меня попросили делать на английском канале. Это не то, что я там хотела, меня попросили. И я всегда стараюсь людям помогать. И, девочки, я для вас, для кого язык английский не важный, я добавила английские, вернее русские субтитры. Так что вы можете смотреть теперь мои английские видео. Кстати, некоторые говорят, что мои английские видео совершенно другие. Там вот, знаете, другой язык, я совершенно по-другому читаю все. Попробуйте, вам наверняка понравится. Эти видео имеют русские субтитры, дорогие мои. Можно понизить скорость видео, чтобы вы смогли читать. Там 3 точки есть на экране с правой стороны, если вы на телефоне. А если вы на компьютере, там будет, по-моему, такое колесико. Вы туда нажимаете, там есть разные опции. Одна из опций – это понизить скорость, если хотите, или повысить. А другая опция называется caption, то есть другие языки. И у меня там есть и русский, и английский языки. Так что вы можете выбрать русский язык и вполне себе адекватно смотреть мои английские видео, которые совершенно по-другому я читаю, люди говорят, ну вот совсем по-другому. Я не знаю сама, я сама за собой это не чувствую, но я всегда же в потоке. Английский поток другой. Вот то, что мне говорят люди, да. А я со своей стороны хочу сказать, что я вас очень люблю, поэтому с вами дружу. Если вы хотите со мной дружить, это подписка на канал, ничего не стоит. Если у вас слово «подписаться» красным на экране, вы не подписаны.
Туда можно нажать и будете подписаны. Это для вас очень выгодно, на мой взгляд. Потому что я не рекламирую себя. Я не показываю, что я умею. Я же никого не принимаю, правильно? Поэтому я показываю настоящие расклады. Но так, на мой взгляд. Вот. А там, как другие работают, вот кто принимает людей, это же выбор каждого. Это хорошо, когда люди от своего имени работают, а мошенники, которые работают от чужого имени, ну, это очень плохие люди. Не ведитесь, пожалуйста. Вот. Хорошие люди работают все от своего имени, все работают как могут, и у всех есть свои какие-то предпочтения. Еще скажу, что можно мое видео или залайкать, поставить пальчик вверх, или наоборот вниз. Что это, зачем это? Я вам скажу, как гомеопат. Эмоции нужно выражать. Невыраженные эмоции нехорошо для вас, нехорошо для здоровья. Слово «эмоции», оно произошло из латинского слова. «И» это означает «наружу», «моция» это движение. То есть эмоции нужно выражать. Не зря же у японцев, там у них, они бьют своего босса. Можно меня побить, грушу взять, меня побить, если не любите меня, у себя дома повесить грушу или подушку. Ну, это я полушутку, но мало что, может, кому-то я и не нравлюсь. Но это же нормально, правда? То есть, другими словами, ставьте пальчик вверх, это выражение эмоций, это для вас хорошо. А то, что там для развития канала, люди говорят, я, в общем-то, не знаю, я этому не очень верю. Я знаю для развития канала только то хорошо, где люди от сердца работают, а я работаю от сердца. А знаю, что у вас будет все просто замечательно, и я точно знаю, что мы, родные мои, с вами обязательно и очень скоро увидимся. Пока-пока, дорогие!